Друзья, я завтра уезжаю в Плёс. У нас семинар с пятницы по воскресенье. Можно еще присоединиться, принимайте решение. Я постараюсь выходить с вами на связь, информировать, как идет работа. Алена Ярина, здравствуйте. А как выставка в Манеже будет называться? Не нашла. Будет называться «Традиции и современность» с 29 мая по 4 июня. Московский международный фестиваль искусств. Манеж, гостиный двор, Art Space. Я готовлюсь к выставке, надеюсь вас там увидеть. Попозже сообщу, на каком я стенде. Где-то около входа, прям сразу после входа. Порфирий Язмамедов. Скажите, плиз, Слава, а если я начинающий, копирую других художников, это плохо? Это очень хорошо. Очень. Единственная копия копии рознь. Я видел по-разному. Люди копируют. Бывает так, что сильно не похоже, поскольку все-таки опыта недостаточно. Но пробуйте. Через копии можно почувствовать мастерство художника, как он мыслил. Так что это очень хорошо. Я поддерживаю. Тут еще одна деталь. С чего вы копируете? Если есть возможность с оригиналов, то лучше напроситься в какой-нибудь музей и просто рядом с картиной побыть. У них бывают такие дни, когда музей выходной, там можно договориться, и художников часто пускают, чтобы они копировали. Если вы просто с картинки на компьютере, опыта недостаточно, это будет не копия, она искажает, в общем, будет беда. Роман Демидов, жалко, что вы, наверное, атеист. Вот так. Я могу ошибаться, конечно. Но эта тема странно нигде не всплывает. А что она? Почему она должна всплывать, эта тема? Что это такое? У русского художника в русских пейзажах. Хотя все художники, по сути, копиисты, пытаются скопировать главного творца, его шедевр, творение, природу, всего сущего. Левитан – это очень гениально и ненавязчиво эту композиционную гармонию отражал. Хотя был не русским по плоти, вот это мне подозрительно, вот эти такие фразы, но русским по духу. Да, получается художником. С водкой прием здорово получился. Роман, вообще-то это такая интимная тема. Поскольку это дело личное, если вам не видно из моих роликов, я все время говорю о любви, значит, не видно. Абсолютно ничего страшного. Кабир вспоминается, он на рынке продавал, это великий довольно-таки суфи известный, он продавал одежду, сшил он какие-то там шапочки, какие-то тоги, в общем, одежду. И он говорил, что каждый стежок моих изделий пропитан любовью. Покупайте. Для них он был обычный, торговец. Так, Вандеринг. Здравствуйте, Слава, здрасте. Очередной не совсем приятный вопрос. Любые задавайте. Уж как повелось. В любой живописи существует такое высказывание «вкусно». Одна девушка была на классе у меня в Америке, она говорила: никогда не говори это слово «вкусно». Применительно к живописи это не подходит. Может, у них по-американски это прям нельзя совсем по-английски говорить «вкусная живопись». Они по-другому понимают, наверное, так. Так вот. То есть очень загадочно исполнен тот или иной кусочек на холсте. Возможно, вся работа. Зритель, видя это, задается вопросом, как он это сделал. Создается загадочность и в то же время интрига. Произведение становится на порядок ценнее в глазах обывателя. Этим страдает и некто Ника с... Да простит он меня за сравнение. Так. И у вас, я заметил, много вкусностей, в отличие от Бато, у которого картины порой похожи на подмалевку. Это великое искусство не уйти дальше.
где-то вот оставлять подмалевок. Ну да ладно, не умиляя достижений, наверное, не умаляя. Ну ладно, написано не умиляя достижений великого мастера Бато. Знаю, что он 100 раз срежет тот или иной фрагмент на холсте, пока не достигнет своего результата. Вопрос к вам. Вы намеренно добиваетесь сложности, вкусности, наложения цветов и мазков в своих произведениях на холсте, используя ваш скрытый талант, скрытый так глубоко. Людмила Прокофьевна, мы вас так глубоко любим, так глубоко. Это очень глубоко. Или вы просто бесшабашно кидаете краску? Конечно, бесшабашно, в надежде, что что-то само получится. Да, так и кидаю, авось что-то вылезет. При втором варианте ответа возникает еще вопрос. Когда вы чувствуете, что нужно остановиться? Когда краска заканчивается у штукатура, чтобы не пойти в обратку, уничтожая картину. Где та грань, за которую не нужно переходить? Как поймать золотую середину? Ну, гениальный вопрос. Благодарю, что отвечаете. Как поймать золотую середину? Это высшее искусство, поймать ее, эту середину. Нужно 100 раз не доходить и 100 раз, 1000 раз переходить через эту середину, через эту линию. Потом ты видишь, что, блин, ты же уже был там, на этой середине, и прошел дальше. Поэтому-то гений Бато, вот он умеет останавливаться сильно раньше. Ну, как ему хочется. Иногда он долго работает, иногда коротко работает. И интересная идея создавать разные вот по этому ускорению работы. Ну, по прописанности. Одна галеристка мне говорила, что американская. Вы как будто левый задний. Ну, собственно, вы об этом говорите. Как будто вы накидали краску вот эту вот так, как получится, да, и хотите, в общем, много денег, да. Американцы не любят этого, она говорила. Нету недостаточно унитаза часов, проведенных у работы. Вот этих скрытого таланта недостаточно. Трудоемкость должна быть видна. А Фишин говорил другое. Он говорил, что картина не должна чувствовать, что она долго писалась. Должно чувствовать, что очень легко. Прям ах. Но, с другой стороны, он говорил, что если бы они имели запах, вот эти вот картины его, то вы бы ощутили запах пота. То есть достичь этой середины, это нужно попотеть. Много раз переходить за грань, возвращаться, счищая, и найдете потихонечку. А я просто накидываю краску, а вот что-то получится. Все так, все правильно. Борков С. Если художника постоянно хвалят, значит, ему надо очень насторожиться. Если художника ругают, значит, он все правильно делает, проверено годами. А если не хвалят и не ругают, некому, например, человек в деревне живет и пишет, что тогда? Как ему узнать, хорош ли его живописный вот этот вот строй, прием, хороша ли живопись? Я так понимаю, вот вы, например, готовите какую-нибудь еду, что там, маслица, кабачки порезали кубиками, с водичкой можно, потом белок от яйца, можно и вместе с желтком, а потом что-то добавить, какие-то специи, проверено годами. Я люблю изобретать, какие-то еще подкидыши туда делать. И вот если этот подкидыш вместе со всем вам вкусен, мне кажется, этого достаточно. Зачем мне спрашивать соседа, может, у него другой вкус? Если мне хорошо, вкусно, достаточно. Найдется кто-нибудь, кто похвалит, кому это тоже будет вкусно. Для того, чтобы это получилось, блюдье, нужно много стараться, много перепробовать. Первый блин комом. Я когда маленький, мама мне месила вот это тесто. Маленький в школу ходил. Она говорит, ты сам себе напечешь утречком блины. У меня ничего не получалось. Естественно, сковородок тогда тефлоновых не было. На углях все, на костре. Шучу, конечно. Газовая плита была. И я сам все это жарил. Мне так
было вкусно, но они были, видимо, еще не такого совершенства, как у мамы. Но этот вкус нарабатывается. И постепенно вам становится никто не нужен, если он высок, чтобы слушать вообще либо кого. Или кого-либо. Или не слушать. Вы не зависите от вообще ни от чьего-то мнения. Вообще. У вас, например, критерий – это художник, которого вы любите. Ну, я не знаю, у кого-то там, не знаю, Крамской, у кого-то Репин, у кого-то еще кто-то, Матисс, кто угодно. Ну, вот вы любите его, как вот маяк такой высокий, ориентир. И вы как-то туда стремитесь. Вам дорогу показали, вы идете. Вам есть с чем сравнить. Зачем вам слушать кого-то? Чего он там думает? У него своя голова, у него другое просто, абсолютно другая насмотренность. Он по-другому мыслит. И зачем вам его мнение? Хвалит он, не хвалит. Приглашаю вас на Бусти. Это мой новый канал. Бояться его не надо. Просто зайдите, посмотреть, что там творится. Вот новое видео там выложил. Очень многие радуются, что наконец у меня завелся этот канал. И там вы можете меня поддержать, кстати. Спасибо вам, тем, кто поддерживает. И тем, кто будет поддерживать. Я поработал еще над моим проектом, который называется «Среди ангелов». Хочу вам его вновь показать. Надеюсь, что уже в окончательном варианте.